Добро пожаловать в Афганистан. Да, сегодня у нас другая шапка. Ну и как обычно стоит регулировщик. Сейчас открою капот. А никаких проблем не будет для движка? Течение очень быстрое. Ты просто отчаянный, Я реально. делаю сделку, ребята. Я бы, конечно, не смог в таком виде ехать, честно. Мне было бы страшно. Вот именно. Суицидник. Метод отпугивания. Ну, я извиняюсь. Мне жалко реально мужиков. Человек Змеилов. И как обычно, картина не меняется. Все те же люди. На манеже одни и те же, как говорится, да? Да, мы уже... У нас сегодня приветствие не такое, как в тот раз. С этими, с бусами. Да как это не такое? Стой, такое же. подожди. Приветствуй, дорогой! Сегодня бусы И не побольше. только бусы. Подожди, шапка. У нас у каждой провинции своя шапка, это кандагарская, дорогой. Да, сегодня у нас другая шапка. А она мне подходит? Вообще, вот так вот ее носить не надо. А она должна сесть до конца? Нет, она не садится на конце, вот так вот ложишь. Вот это у меня вот типа такой вот. Оп. Понял? Просто на макушку ложишь. Просто. Да. Как Ну, можешь Аладдин. это попробовать. Да, ну как обыли Аладдин. Не, вот та лучше. Та лучше, Вот это всё. больше нравится. Так я это тебе и брал, все. Отлично. И еще, когда я стоял на стойке регистрации, со мной стоял серьезный дядька. Этот дядька, где я увидел, это боевой генерал. Я просто не то, что не мог вспомнить, я не знал его имя, но я его много раз в Инстаграме видел. И кто это был? Скажи, пожалуйста. Хамидуллах Хурасани. Хамидуллах Хурасани. Да, В общем, он был. Да, один из генералов. Но я не успел с ним фотографию сделать, потому что он сидел, получается, на первом ряду. Я хотел его догнать, но его встречали какие-то серьезные типы. Друзья, и у меня еще просьба такая. Ну, там, на будущий контент вперед. Просто не все я могу говорить. Читайте между строк. Вот так вот. Да, майор Пейн. Майор. Так точно. Ну что, Денис, в этот раз у нас с тобой приключения немного другие, потому что мы будем ездить по другим провинциям, не по Кабулу. Поэтому будет немного по-другому. Сколько меня здесь не было? Тебя не было 5 месяцев, 6 месяцев. Полгода меня здесь не Полгода. было. В принципе, картина не поменялась. Ну, все то же самое. Все то же самое. Все те же радостные лица в самолете. По прибытии радость куда-то уходит в сторону у всех. Шутки в сторону. Встречают вас люди Т. Их так назовем. Ну, все тот же Кабул. Я думаю, что здесь ничего не изменилось. Или я не прав? Не, ничего не поменялось. Сильно много изменений не произошло. Вот только за это время. Каус похудел чуть-чуть и все. Да ладно, Денис похудел, кстати. Я набрал, я 92 килограмм вешу, но Денис похудел, красавчик. Кто приезжает в Кабул и вообще в Афганистан, советую всем обратить внимание на местных сотрудников ДПС, ГАИ. Это просто, ну, это Марио из игры Марио. Вот с этой вот кепкой. И она у него такая, вы знаете, ну, блин, они как из мультиков. Вот реально, я не вижу никакой серьезности, вот там органы, какие-то силовики. Вот. Просто мультяшки. Очень сегодня ветрено. Везде стоит пыль, местами машину даже подтаскивает. Это, ну, не шутка, это реально тут, я не знаю, какая скорость ветра. Потому что мы когда на посадку шли, и прям видно некоторые, ну, такие, знаешь, диаметр, может, километр, прям сильная пыль стоит. А в какую-то сторону вообще одна пыль стоит. Да? Ну, ветер, я не знаю, мы с тобой вчера разговаривали, и я тебе просто сказал, дорогой, что у нас штиль. Но получилось так, что сегодня ветер такой ужасный. Я просто понял, почему ты спрашивал. Ты, наверное, прогноз погоды посмотрел заранее. Обязательно нужно сделать заправку, так как мы едем в дальний регион. Что он говорит? А? Каус. Каус. Что он говорит? Этот? Витвин. Вот, Витвин говорит. Чем? Он сказал Витвин.
Или битвин. Он бэтвинер говорит. Он же рекламирует. Бензин почем сейчас? 62. 62. Да, 92. Ну, это не дешево. 80-й стоит там около 59. Вот, и дизель 63. С бензином нет проблем. Нет вообще никаких. А откуда его везут? По-моему, Иран и Узбекистан. Вот, как-то так. Так, ну нам сейчас надо в путь-дорожку купить каких-нибудь фруктов Вот, и вот этого типа, что ноги... О, красавчик. для перекуса. Купили коробку абрикосов. Очень вкусные. Прям коробку реально целую. 250 Афгани. Ну да. Но это мы еще не торговались. Да, все бы ничего, но вот дети, которые подходят, они там просили, чтобы у них какую-то это купили. Штуку, но мы не покупали. И один из детей, но он такой более-менее крупный, уже схватил Кауса за ключицу, говорит, купи. Ну, сильные уже дети просто, реально. Остановились на чекпоинте, ну, для проверки. И я Талибу говорю, угощайся, бери, братишка. Он отказался. А Каус говорит, им нельзя, но вдруг я его отравить хочу. То есть они только из проверенных рук питаются. Еще чекпоинт. Это же мы выезжаем из Кабула. А, здесь уже выключить камеру. Ну да, можно. Он, видишь, человека проверяет. Он досматривает. Проверка паспорта. 3 дня не ел еду. По-любому ты энергетик хочешь взять, да? Да. Ну, дорогу надо, понятно, я же водить буду. 6 штук. Два. Салам алейкум. Алкузай дори бе чи бе бура. Sugar free. Кудам sugar free дори? جنسنگ Ginseng sugar free. Як то сайда бет, як то sugar free. اردوش جنسنگ کس کلا Ардуш sugar free бе. Мы еще манго Sugar купили. free сейчас возьму тебе энергетик. чё Мы еще манго взяли. 3 штуки 190. ты. 90. Ой-ой-ой. А جالي دركم كاكاشر بيحمل Не, не, жал не хлам. он говорит, в камеру не смотрит. Не, он говорит, типа, сейчас и тебя будет снимать. Чанчат? یک سالش 20 روپه Ну и как обычно стоит регулировщик. Я не знаю, к каким он структурам относится, к ДПС, ГАИ. А, ну это гаишник, Гаишник, смотри, да. у него, да, вот Ну, этот, форма. как у Марио. Кепки не было. Тут пацан прям сверху. Будут обогнать? Да, здесь можно обогнать. А то мы долго будем ехать за ним. Вот здесь лучше не обгонять. Да, тут вообще не видно. Мы не можем просто сейчас подъехать к обрыву, там очень и очень высоко. Были такие случаи, что люди падали, ну, естественно, это Вот там, где я моментальная обгонял. смерть. Там, где я обгонял, вот там видел, не было этого забора. Там даже до сих пор лежит кузов автобуса одного. Но здесь это никого не пугает, вон они обгоняют без проблем. Ну и я пошел. Ну и мы тоже. А чё то? Можем вот тут встать, хочешь? Чекпоинт. Не, нам вниз надо. Чем быстрее мы едем. Потому что, да, ну хорошо. Просто тут отличный пейзаж. Красивые виды. Да. Ну вот это, видишь, елочки, это они пытались еще в тех годах просто озеленить горы. Единственное, что выживало, это хвойные. Единственный участок, который смогли озеленить. Не, они А озеленяют. что там, кто там лазером это ж, светит? короче, чекпоинты. Убрать камеру? Ну, я не знаю. Давай до последнего в этот раз. Может быть, он нам ничего не предъявит. Ну, здесь такая ситуация. Тут 50 на 50 могут взять и удалить все. Поэтому драконить людей лучше не нужно. Тем более ты даже не телефоном снимаешь, а камерой. Если удалят все сразу. И вспомни планшет. Да, и реакция на камеру, тем более светлокожий, я прям сильно выделяюсь. Я как белая ворона здесь. Так как мы идем на спуск, очень сильный запах гари, запах колоток.
И я не знаю, сколько температура воздуха. 40, наверное, есть, да? Да, в Джалабаде. Вот в этом. Воздух настолько горячий, вот как будто феном тебе в лицо дует. Да. Но мы местные можем выдержать такую температуру. Денис, кстати, ответ на твой вопрос по поводу гражданства. Можно получить гражданство Афганистана, только нужно быть мусульманином, потому что страна 100% мусульманская. Вот. Если ты даже русский, американец, из Европы, тебе дают гражданство на фоне того, что ты мусульманин. А как они проверят? Ну, ты же там должен знать, как молиться, ты должен знать эти калиматы, должен знать суры, да? Они, исходя из этого, все. Вот, я же тебе пример даже приводил ранее, что женщина одна получила гражданство, американка, у нее муж афганец, она получила афганское гражданство. И женщина одна русская до сих пор живет у нас в микрорайоне в 3-м. Вот. Очень она старенькая, у нее муж погиб, но она живет тут. Дари выучила очень хорошо. Как бы так. Вот здесь где-нибудь остановимся? Да, будем сейчас останавливаться, охлаждать машину. Сейчас у нас охлаждение. Знаешь- Все охлаждают машины. Ты же он там с автоматом сидел, охлаждался, по-моему, Да, сам. охлаждается, а что? Смотри сейчас. Это вот такая вот опция существует при спуске из горы. А, мы прям под машину залазим? Я сейчас вообще встану, пусть она еще и так охладится. Дождь, Денис! Это дождь! Я сейчас открою капот. А никаких проблем не будет для движка? Смотри, нет. Это очень крутая система. можешь, Пойдем, выйдем. Да там где-то по колено болото. Нет, все нормально. Сейчас, подожди, я посмотрю. Охлаждается не двигатель, а радиатор. Ну, система охлаждения. Здесь очень жарко. И жара прям такая сухая, сухой климат. Я понял, чтобы... Да, циркуляция происходит, и он охлаждает вот эту жидкость дополнительной холодной водой. И получается, что сама иголка начинает понижаться. И сколько стоит такая услуга? 10 афганцев. И прям все останавливаются. Мойка тут 30-40 стоит. Можно помыть. Мы сейчас направляемся в Джалабадскую провинцию. Это один из самых спокойных регионов в Афганистане, потому что здесь все пуштуны, а талибы это и есть пуштуны, поэтому здесь по определению не может быть неспокойно, потому что здесь процентов 90, да? Пуштун. 90-95. До 95% пуштунов. Поэтому всегда здесь все спокойно. Вдоль трассы много вот таких вот ларьков, где продается женская шаль, какие-то платки. Продают маленькие мальчики. Лет по 18. Но здесь все точки это продают только жареную рыбу. Рыбу и все, что с ней связано. А хочется риса. Каус говорит, не могу без риса жить. Чабли кабоб тоже. Чабли кабоб, тоже любимое блюдо. Хочешь за этим блеск счастливо? Нет. Блеск. Сейчас чекпоинт будет. Ну, то есть можно снимать. Да, без проблем. На этом чекпоинте злые дядьки. Вот такие серьезные. Они еще, знаете, как... Вот если, Кабул еще... Ой, Кабул. Каус светлый, то эти прям... Как цыгане, знаешь, такие выгоревший цвет. Жарко. Черные такие волосы прям черные, цвета, я не знаю, смоли какой-то. И взгляд такой, повидавший жизнь. И все с автоматами. Из М16. Камеру я не буду вытаскивать на улицу, потому что как-то неудобно здесь. Ребята стояли, два уже мужика, можно сказать, собирали на строительство мечети с левой и с правой стороны. Здесь тут непонятно что-то все.
Это базарчик. Здесь и много, я смотрю, это Special Force, да? Ну, здесь отличается даже одежда от той, которую видишь в Кабуле. Лица, стиль жизни. Всё. Большая часть людей в Афганистане ждет выборов в Америке. Трампа ждут как ману небесную. Почему? Потому что все прекрасно знают, что если придет к власти Трамп, он обязательно вернется в Афганистан. И если он вернется в Афганистан, соответственно, режим станет помягче и появится много рабочих мест. Таких, кто ждет этот режим, очень много, потому что много осталось без работы от предыдущего режима. Пацаны вон там уже трусы сняли, видишь? Остановка возле реки. Здесь вот уже чистая река, потому что там, когда мы заезжали на горный перевал, там, ну, она реально отвратная была, зеленого цвета, пенилась. Здесь уже вот прям и козы вон воду пьют, хотя и там пили. Канатная дорога. Да, канатная дорога, которая работала лет 20 назад. Так, ну, не пойдем к ним, не будем их беспокоить. Ну, знаете, какой запах? Как будто ты куда-то на море пришел. Креветками, водорослями пахнет. Течение очень быстрое. Прям вот несет и несет. Я думаю, что здесь глубоко. Может быть, с рост человека. Здесь тоже лишний раз камеру не вытащишь, потому что женщины сидят. Кто-то отворачивается, кто-то с любопытством смотрит. Но все равно, если они попадут в кадр, ну, мало ли, может, какой-то ревнивый муж будет задавать вопросы потом. Жарко. Вот она река, по идее должно быть прохладно, но еще минимум снижения. Все, дальше? Да, идем дальше. В путь. Путь дорогу. Как подниматься? Вот так вот подниматься. Вот здесь вот можно. Все говорят осторожно, змеи. Очень много змей. У Кауса, кого-то из родственников, женщину укусила змея. Да, Прям сильно укусила. да, там дошло дело, да. Это, вакцин? Вакцину кололи. Да. Так, ну все, мы поднялись. Вот она, ласточка. Я удана хеджинсен грака. Вот это вот Каус, вот. Да, да, ему Ну, вот, вот такие вот остановки везде. Ну, наверное, я не знаю, что здесь написано. Ну, тут тоже это то же самое. Да? Ginseng sugar free. То, что нам нужно? Да. Я вам это сайт. Остановки в Афганистане. На горном перевале. Энергетики, вода и чипсы. Все, что здесь есть. Очень много пьют здесь энергетиков. Ну, это единственное, что расслабляет человека. Ташакур. Так, ну, уезжаем. Уезжаем дальше. Кондиционер. Стол. Вот такие вот штуки. Это руки мыть или что? Нет, это воду пить. Это термосы для воды. Термос для воды, можно пить воду. Да. Далее по лепешке. Что мы заказали? Кобели, плов, Кабели. афганский кобели. Это тот, что с морковкой и с изюмом.
Это нормальная тема. Да. А ты салат попросил? Да, салат И тоже свежий. попросил. Свежий, я ему сказал, все. Он говорит, все свежее только сделал. Ну, посмотрим. Перец, фасоль, еще какие-то там Долго? заправки. Ну, шабагов тебе. Сар, надо ли? И еще что-то О, молочное. кубы. дают. Это дог. Что это такое? Это дог. Кисломолочка с... Помнишь, мы, по-моему, с тобой пили в тот раз? Не помню. Это, короче, как кефир с водой, с солью, очень так сильно как-то его разбавляют вот так вот, понял, короче. И он бродит чуть-чуть, короче, такое что-то. Как его называют? Тан, айран. Айран, да. Ну что, приятно? Прям даже газированный. Да, я же говорю, он это за счет этого. Ну это при халяхе. Ташакор. А это что такое? Это как острая такая, чакни мы его называем. Это, короче, перец с кисломолочкой, тоже совсем таким. А можно ложку Приправами. спросить? Кошок мяри. Сейчас принесут. Я начну вот с этой штуки. Мне кажется, что это вкусно. Чуть-чуть ее. И перец. И вот эту вот штуку попробую. Это кабули плов. Он с мясом. Да. Хотел сказать, где мясо. Найдется сейчас. Вот оно. Он вкусный, но он отличается от того, который мы ели в Кабуле. Да. Мне кажется, Самый лучший кабели делают в Кабуле. мне кажется, что этот суховатый. Тот, что мы ели в Кабуле, он был на кунжутном масле. Этот, я думаю, на обычном, поэтому. А? Сейчас еще вот эту штуку попробую. Ну рис вкусный. Ну, нормально, нормально. То есть Мы очень далеко от цивилизации. чисто, в данный момент. чисто, Да. аккуратно, то есть к чему цепляться. Нормальная еда. Здесь, в этом районе, это вкусно. Да. Как перец. Не совсем острый. Да. Сейчас не сезон острых. Вот эта штука прикольная. Айран афганский. После вкусного обеда выпили энергетик. Это не энергетик, Я- это типа спрайта. Могу ответить. Да, мы послушаем, конечно. Приятного. Да отвечай, он мне говорит, запись идет. Как говорят афганцы, 3 энергетика до обеда, и день удался. Мне кажется, вот повторяется все. Вкус ты имеешь в виду? Да. Один и тот же вкус. нет. Что вот это за корень? Это джинсей. Это что это? А, женьшень? Джинсей, да, джинсей. Женьшень. Женьшень для мужского либидо. Хотели съездить в Бамьян, но птичка нашептала, что там сейчас неспокойно для туристов. Там сейчас много людей И. Я думаю, все поймут, кто такой люди И, кто поймут, и кто такие люди Т. Эти две буквы не любят друг друга. И мне туда лучше вообще просто не ехать, потому что
ты можешь быть как расходный материал для осквернения людей Т. Вот смотрите, как при людях Т не все хорошо, поэтому едем туда, где цветут цветы. Здесь туристы катаются. Салам алейкум. This is my friend from Russia. Russia? Yes. He just came today. We get out from the airport and going to Jalalabad. You from? А, с какого города, говорит? А, с Давай, какого иди города? сюда. Ничего себе. Еще. А откуда ты? Петербург. Питер? Ты с Питера сюда приехал? Я из Индонезии приехал. На велике? Да, Ты просто отчаянный, я реально. делаю селфи, ребята. Я подойду ближе. да? Давно я не слышал Да, русскую да, да. речь. Ну так, мы к вашим услугам. Слушай, а ты не страшно ехать здесь? По Афганистану именно? Да, да. Ну, я вообще не планировал Афганистан. Я думал заехать из Китая в Пакистан и сразу в Индию потом уезжать. Ну, а потом в итоге решил, что лучше Таджикистан, Памир и потом попробовать Афганистан. И план был такой, что я за неделю прямо от Кундуза сразу через, даже в Кабул не заезжая, в Джалалабад, Торхам и выехал. Ага. А в Кундузе как-то понял, что вроде можно ехать. И Слушай, решил они- прокатиться. И решил завернуть в Файзабад, получил бумагу в министерстве Да. Кундуза. В Файзабаде получил еще новую бумагу. И через Шеву, Вышкашим на Памир уехал, в Ахан. Потом вернулся. И через Зибак, Харонвамаджан в Паншир выехал. И потом Кабул новую визу получить, потому что виза закончилась. 90 дней ты катался? Нет, ты визу дают на поздно 30 выехал. дней всего. Тебе не страшно? Не страшно здесь? Ну, в данный момент я уже 1,5 месяца и как-то привык. Здесь уже. Ну, в Афганистане. Я 24 июня заехал. А где ночуешь? В палатке. А то есть они бывает такое, что подходят, спрашивают кто-то? Как объясняешь? палатке? Ну, люди подходят Ну, в вместе? смысле, когда палатку поставил, Да-да. ну, у меня такое правило, что никто не должен знать, где я. А, Если кто-то знает, значит, я должен сняться, собраться и куда-то переместиться. Но таких ошибок уже не бывает за Мгм. столько времени. Я понял. Это Да. опыт, да. И Круто. на самом деле я большинство времени провел в Бадахшане. Я в Кабул, Панджшир приехал не так давно, и основное время это там, а там, ну, все Да, в по-другому. Бадахшане все по-другому. Там меньше людей, там по-другому даже себя ведут Да. представители Талибана. Да. Все по-другому. будешь абрикос свежий? Если есть, я возьму с удовольствием. Не, да, угости. Конечно. Да. А вы в Джалалабад зачем? Почему? Ну, катаемся просто. Влоги снимаем. Ага. Ты же не ожидал, конечно, что увидеть здесь. Я думал, как иностранец, честно. Слушай, а вот ну, такой вот это, вот что, как это называется в носу? Штука. Ну, называется септум вообще кольцо, а это просто кольцо. Ничего не Ловить говорят. прокола септум называется. Есть куда или давай? Есть пакет, у меня Давай. есть. Есть, давай. Да. А в Бадахшане все постоянно спрашивали, у них все движения у афганцев местных, они такие типа, ну какое-то движение рукой делают, показывают, типа, Ну, ну, да как бы, чё? типа что это? Да. А у нас никакого языка нету, я же не могу ему даже объяснить. Сейчас я тебе... Давай еще наберу. Благодарю. Круто. Так, у тебя в планах потом отсюда выехать и в Ну я Индию? вообще еду в Индию. А куда в Индию? Хотел успеть в штат Ладак. Но я не уверен, из-за того, что я потерял кучу времени в Вахане, Памире, я не ожидал, что там застряну на так долго. О, Манана, Живандаю за Курбан. Манана и Ташакур. Я целый месяц говорил Ташакур, а потом приехал в Панджшир, и там началась Манана. Да. И в Кабуле тоже Манана. Манана. И все Ну, вот такое движение было, типа. Ну, они как-то крутят рукой, типа вот так ну, вот. типа не понимают и Да, вопросительно, что, мол, это, что вот это, Да, что вообще все. Я Кто? готов, Кто ты? я готов объяснить, но вы же не говорите по-английски. Ну, типа, в чем смысл вообще даже спрашивать? Да. Не, они вообще там ни на каком... Даже ни на Дари, ни на Пуш, что сами ваханцы из Бадахшана не разговаривают. Не, Ваханцы это совсем отдельная Да. часть. Я про Бадахшан. А, ты в Бадахшане был, да? Велосипед, Нет, в Вахан я тоже заехал. Приезжал. И Памир, Киргизом тоже заехал. Отлично. велосипед Озеро не подводит? Матчиклан. Я забыл. название. Я даже не знаю, честно. Велосипед не подводит?
подводит. Что-то на Афганистан у меня выпала проблема с передним колесом. Я только вчера покрышку поменял. Заднюю тоже поменял уже, ну потому что износилась. Трансмиссия потихонечку умирает, тормоза из-за того, что в Бадахшане наверх, потом резко вниз. Да, роторы. Короче, это просто так совпало, что я много тысяч километров еду. И именно на Афганистан выпало износ всех там Ну компонентов. ты в Джалабаде, там есть эти ребята, которые... Ну, на самом деле, если там есть какой-то магазин, я бы камеру вот прикупил. Есть. Как только заезжаешь в Джалабад, первый перекресток в городе, Ага. вот там вот с правой стороны куча всего. На спортивный рейс. Круто. Значит, надо заехать. Я вообще думал в Исламабаде заняться этим, потому что визу делают пару недель Ну да, для Индии, и у меня будет время, по идее. ну да. Я не хочу уезжать куда-нибудь там в Пакистане в горы, честно говоря, Бадахшан. Да, Бадахшан. Бадахшан из меня высосал вообще все силы. Да, я прикидываю. Я бы, конечно, не смог в таком виде ехать, честно. Мне было бы страшно, вот именно по Афганистану, вообще по мусульманским странам. Ну вот по Афганистану могут люди не понять, можно еще попасть в такую провинцию, где вообще первый раз видят белого. Ну, согласен? Да. Ну, в принципе, с дредами, с проколотым носом, это как бы для них это диковинка, ты понимаешь? В таких провинциях отдаленных, поэтому чревато может быть. Ну да, и Всевышнему всего хорошего этому парню, чтобы Ну да. он доехал спокойно. Ну да, проедет он. Ну, в принципе, он уже сколько едет, получается, по времени. Очень. Он уже матерый в этом плане. Да. Ну, уже не боится, да? Ну да, Не каждый так сможет поехать. это 100%. Это страшно так ехать? Я бы даже на велике, честно, сам бы не поехал кататься по Афганистану. Не то, что, ну, непонятно, что может произойти. Ну, смотри, там шахты прям какие-то вырытые. Да, есть. Тематика. И еще одна остановка. Да не, я сам нормально. Все хорошо. Здесь обрыв. Суицидник. Ну я пошел. Река. Вот несмотря на то, что вечер, река все равно душно. Все нам сигналят. Течение быстрое. Ну здесь сколько глубина? С рост человека, да, будет? Вот именно середина с рост. А вот подступи это где-то 50 Вот там вот сантиметров. купаются люди, на той стороне вон стадо ишаков. Нам ехать прямо. Настроение хорошее. Рыба есть здесь? Мало. В основном помнишь ту часть большую, общем, высокую, оттуда вот. Сюда не доплывает Да, рыба. да, там они все ловят и жарят. Ты ж понял? Много-много машин. Ну, все сигналят. И становится очень мало света. Вообще в Афганистане мало света. Это нормальное явление. Если честно, как-то стрёмненько здесь все равно. Вот чем дальше от Кабула, тем, ну так, на душе. Я сейчас опять вспоминаю, да, этого путешественника. Мне бы, конечно, было неспокойно. У него, наверное, отсутствует чувство страха. Стальные. Яблоки. Мы сейчас направляемся к родственникам Кауса, ну, близким, двоюродным. И сегодня мы ночь проведем возле кладбища. В мусульманском мире ничего такого нет, если рядом с твоим жильем находится кладбище. Это, ну, нормальное явление. То есть это не стрёмно, это ни на что не влияет. Это, ну, не норма прям, но ну ничего такого, да? Да, это и не норма, ничего такого. То есть вполне нормально. Вот ты увидишь, сейчас возле кладбища там будет очень много домов, расположенных вообще вблизи кладбища. Мы-то будем там в 50-100 метрах, а там дома реально в 5 метрах от кладбища. В общем, осуждения и критики это не вызывает никакого. Никакого. Как раз мы проезжаем место, вот за этими горами находится Тора-Бора, знаменитое место. Там скрывался Усама бен Ладен. Метод отпугивания. Буровача. Мы приехали на место. На улице очень жарко и влажно. Такое ощущение, что здесь сезон дождей. Я не знаю почему. Сухая жара куда-то пропала.
Мы сегодня ночуем вот так вот. На таких топчинах и над ручьем. Возле гостевого домика. Как он называется правильно по-афгански? Ходжрат. Уджра. Оджра. Это Оджра, это дом для гостей. У афганцев вы в дом никогда не попадете, если вы там не близкий родственник. Даже дальних, да, не пускают в дом. То есть в гостевом доме все встречаются, ночуют. Дальше все под запретом. Ну, вот здесь вот такие вот обычаи. Поэтому... Поэтому мы пьем чай с изюмом, пока там что-то готовят. Что еще? Еще здесь много змей. Сейчас самый пик, критически высокие температуры, когда змеи начинают выползать. Он как раз вот эту женщину, которую укусили, змея где-то 80 сантиметров, укусила в коровнике. Как-то так. Ручей, который под нами течет, ну, сантиметров, наверное, 20 глубиной, там, заиленный он. Генератор, вентилятор, все как положено. Сегодня мы гости в афганской семье. Я сейчас привстал, ну просто чтобы убрать стакан отсюда, и вот рядом взрослый мужик, ну, не знаю, взрослый, может быть мой ровесник, может быть там лет на 5-6 старше меня, он просто сразу вскочил. То есть я нахожусь у него в гостях, и вот этот такой тонкий этикет, его нужно чувствовать. И он сразу вскакивает, потому что ну, ему стыдно сидеть, потому что я встал, гость встал в гостевом доме, и он автоматически тоже встал. Я присел, он тоже присел. Как-то так. Помыли манго, которое купили по дороге. Денис, очень сладкая манго, очень классная, но едет из Пакистана. У нас своего нету, но реально вкусная. Полезно для мужчин и женщин. Ну и также у нас сегодня баклажаны, лайм, чеснок, перец. В общем, овощи на гриле. Как едят манго в Афганистане. Разрезаем вот так вот. Смотри, давай я сразу покажу. Разрезал, да? Стоп. Прям с этикеткой. И прям с этикеткой. Сейчас ее уберем. Так, ладно. Поехали с этикеткой. Вот. Развернул. На 360 свернул голову. Вот это выедаем ложкой. Потом то же самое проделаем с этой стороной. Ну, вот это надо быть понятно вот так вот, короче, все съесть. Пожалуйста, Денис. Очень сладко. Но рез для меня непонятный, если честно. Прям приторное. Здесь вообще все сладкое. Из-за большого количества солнца. Дубль 2. Ну, я извиняюсь за мой французский, но вкусно, видишь, и ничего не осталось почти. Эта техника называется Афган стайл. А Денис какой техникой пользуется, я не знаю. Что это за техника? Мне просто неудобно одной рукой. Что это такое? Ну мне неудобно. если Давай, снимать. давай я буду снимать, давай. Давай схвати зубами, я выдерну. Не, такой. Давай, вытащи ее сейчас. Ты схвати ее зубами, а я выдерну. Не, так не получится, так не получится. Смотри, тут надо как-то вот так вот ее делать, короче, я не знаю. Можно? Короче, ешь сам тебе. Это манго. А я, пардон, извиняюсь. Ну мы поняли. Ладно. Вот.
Мне жалко реально мужиков, тех, кто делает овощи на мангале. Сколько это уже по времени? Четвертый час. 4 час. Они не могли сначала разжечь часа 2, потому что пацан, ну, то есть разожгли, потом подошел пацан, потушил и ушел. И вот они уже троем там разожгли. Вся проблема в том, что это уголь каменный. Его очень тяжело разжечь. Он когда разгорается, да. В общем, жарят. Комментируй, ты же знаешь кухню. Летний салат. Курица. Рагу. Плов. Ложки. Хлеб. Кока-кола. Ну, салат. Лайм. Лайм, точно. А еще Каус говорит, что с нами будет спать кто-то один из них. Он будет спать вот здесь вот. Да. Потому что нельзя, когда у тебя находятся гости, спать где-то там. То есть хозяин дома, да, должен спать? Хозяин, да, один из хозяев. Или его. дома. Его сын. То есть, В общем, кто-то от, семьи. кто-то от, хотел сказать, от руководителей. Кто-то из старших должен спать здесь с тобой. Это кофте. Шарики, да? Да. Отлично к рису. Чтобы вы понимали размер. Смотрите. То есть очень большой он. Если такой укусит, то будет сильный нарыв. Получилось как-то вот так вот. Нормально. Все едят. Мужики дальше продолжают что-то жарить там. Каус прячется от камеры. У меня парик. У него парик упал. Каус засыпает. Вот так вот здесь спят ночью с вентилятором. Ну, я попросил, чтобы убрали его в ноги. Ноги, видите, как загорели от сандаль. А сзади нас два дядьки. Ну, они вон там. И они будут нас охранять до утра. Потому что, ну, вот так вот положено. Это во всех, да, домах? Это всегда так положено? Да, будет? гости, ну, как бы, дорогие гости, важные гости. Мы дорогие гости, поэтому нас охраняют. Ну, скорее всего, до утреннего намаза они не будут спать. А потом уснут. Ну, как посветлее. Ну да, в общем, когда посветлеет, когда более-менее Силы зла. Ты вспомнишь, да? силы зла. Они активируются только ночью в Афганистане. Дневное время не нужно охранять. Ну, жарко, 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 жарко. Без вентилятора здесь как прелая жаба будешь. А с вентилятором хорошо. Но вентилятор работает как турбина у самолета. Змей пока не видно. Утро следующего дня. До 4. Так, перерывами спали. Тут шум, жара. А потом в 4 где-то после намаза, в начале 5-го, все, организм сломался и вырубился. Умер. Змеи нас не покусали. Все было нормально. Проснулись мы в большом гостиничном комплексе. Ну, я имею в виду, здесь большая территория, очень большая. Огород. У соседа вот сейчас, если получится, покажу. Туда неудобно зайти, да и не зайдешь. Вот через стенку дерево с оранжами. Оранжи. В общем, апельсины. Что-то цитрусовое. Вот. Много их висит. Ну и там есть вон банановое дерево. Какая-то финиковая пальма. Здесь тоже есть, сейчас покажу. Есть этот оранж.
Скупался, переоделся, потому что сказали, что ну, если ходишь в национальной одежде, то желательно не в майке сверху ходить, а до конца одеть комплект. Так. Так, ну вот, оранж. Вот он, смотрите. Также здесь есть деревья. Ну, я увидел манговое дерево, персиковые деревья. А, ну вот, в принципе, вот он. Поближе мы его нашли. Вот такая вот штука здесь растет. Не знаю, в конце лета, наверное, поспеет. Ну, все как у всех на обычных огородах. Много перца, какие-то кабачки, ну еще что-то, елки, шишки, да иголки. Вышли мы из дома, вот сразу вот ворота, вот кладбище. Называется это Зиярат. Такая вот небольшая территория. Ну и как обычно, всегда вот возле таких мест деревья с большой историей. И вот эта вот самая большая могила, она принадлежит человеку, шахиду, который делал джихад делал джихад, когда хотели захватить территорию кафира. Вот так мне объяснили. Кафиры — это иноверцы, люди другой веры. Вот она самая большая, ну и там вот еще какие-то есть могилы. Ну, они все как-то, в общем, связаны. Это святое место, здесь никогда не будет никаких построек, не будет ничего. Но если кто-то попытается здесь что-то строить, у него будут большие проблемы. Я правильно говорю, Каус? Да, 100%. Вот так вот выглядит Афганская улица. Большие длинные заборы. Не афганская, это поселок. Поселок. Это нелегально снимать меня. Я шучу. Какие-то травы. Не знаю, Ну, что это это. народная медицина. Да? Я не знаю. Новое, неизведанное. Что здесь написано? Это реклама, типа вот, частная школа, типа, такая-то такая. Аль-Бахар, частная школа. Афганистан — это такая страна, где есть определенные зоны для съемки. Ну, дальше могут снять, наверное, только местные, потому что слишком внимания много привлекаю к себе. Местный там вытащил камеру, снимает. Опять же, по принципу свой. Чужой точно не вытащит и снимать не будет. Непонятное какое-то растение. Вот. Причем его много здесь, у всех во дворах растет. На улице очень жарко уже, несмотря на 8:30 утра. Внизу все, что осталось от реки, от высохшей. Здесь, наверное, в крикет играют, да? Крикет, волейбол, футбол. Это отвод воды. К нам в гости пришел человек Змеелов, который ловит вот в этой провинции змей. Его услугами пользуются многие. Ну, помимо этого, он еще делает дама-дво. Это аяты и суры он читает, людей, которых укусила змея, и как бы люди идут на поправку более быстрее. Вот. Говорит, сейчас я расскажу историю. Як да фабека масавалай хода конам. Есметан чес. Есметан чес, говорит, меня зовут Абдул-Самад, отчество Гулам Али. Очень приятно. Хош идем по морю башему. Бахай башан, тоже рад знакомству. Чан соластин?
Говорит, 77 лет мне. 77 лет. Да. Че кадар вахт штки корами? 50 где-то 55 лет, говорит, я уже занимаюсь тем, что и ловлю, и делаю дамы-2. Объясни, что такое дам, вот что такое дам вообще, Ну, чтобы он, люди смотри, понимали. он читает суру или аят какой-то, да, он знает, когда там, где укусила, за какое место, и делает вот так вот Ага, на это место. дует. Да, дует вот так вот. И когда дует на это место, ну, когда вот прочитал на человек этот суру и аят, сделал дам, тогда, говорит, ну, вот этот яд переносится легче. А есть ли такие молитвы, ну вот просто заранее, можно ли прочитать, чтобы вообще змеи не Это я кусали? сейчас у него спрошу. Как азамат персон микунан этур яг дамы двост, так пеша як дамы два кунишки ире мор нахура, да, я зими терсан. Марху мехура. Говорит, ну, если попадешься, в любом случае Марху мехура. она тебя укусит, но. Не дади мовара. Бахтади хараба. Ага. Бахту. Сейчас он что-то ищет в кармане, говорит, это, наверное, ну, надо с собой носить, чтобы тебя не укусило. Нет. Есть? Да. Не, у него с собой сейчас нету. А что это такое хотя бы? Чира медодиш, санга медодиш, чира медодиш. Не морти сябара. Можете себе дам шудаги. Дам шудаги медовый базар тасил на мехура. Эти богай. Это черный перец, который он сделал дам. Понял? На муде бы курсе. У меня, говорит, в кармане был, я его тебе даю, ты себе в карман ложишь, и тебя, ну, змеи не будут так Эти богай, кусать. богай базар тасил на мехура. Она Ну, не сильно, он сейчас сам говорит, это не сильно будет сказываться, но есть будет вероятность меньше, что тебя змея укусит, если ты попадешь. Ну она чувствует как-то его? И хуи мори рейсос мейкона? Ке дам два до джебе Да. здесь. Ике беканиш А. бас тасират на мехура. Это для того, что если она тебя укусит, то будет эффекта меньше от укуса. Самую большую змею какую он ловил, размеры? Мега каландарит мор андозеш чан вот кету. Бугай малумат не маритер мара мас не. Не ходит как гирка да бывший. Магир каде мете маре гир каде мени шаха бебе. И шаха. Не ису крафта. И ты крафтанье. Говорит, вот это вот. Якорь. Ну, в длину. Да, в длину. говорит. Сколько Якоря. это? 3 метра? Нет, это вот еще 2 метра. 2 метра. 2 метра. Диаметр вот такой, говорит, был змей. Якоря гир каде мете. Дачи бара хагай дачи. Да, видео, да. А его молитвы, они только на мусульман действуют? Или на других? Дам двора камикунит, оно сар мусульман кормикунит, а сар колле такота. Бара коля, бара кофру мусульман. Говорит, для всех. И для мусульманинов, и для кафиров, и для всех. То есть это такая молитва, без проблем. Бара кофру мусульман. Общее. Общая для всех. У нас уже индусы живут, цеки, да, тоже в Джалабаде. Сики вот эти. И как бы они тоже им делают. То есть... या अल्लाह या इलाही बरमत शाह महमदी बरमत शाह नशबंदियत बक खुदा बदी पीर उस्ताद बदी सुल्तान सैद अहमद कबीर बदाख मसद बरकुटी बचार किताब आसमानी इंजी तौरा ज़बूर फुरखान बजुबरत दाऊद अलैहिस्सलाम तौरात मूसा अलैहिस्सलाम बंजिली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फुरखान मोहम्मद रसूलुल्लाह तादाब गुरमर खुदा आप गुरगोना फद गुरु गजदम. Это вот как раз вот это и есть, да? Он подул, и то есть... Да, он сначала прочитал, это все было от 7 видов скорпионов, 7 видов змей и 7 видов еще чего-то. То есть меня они кусать не будут? Ну, Или по минимуму? Они не будут, как он говорит, по его словам, то есть они будут тебя, ну, если укусят, и яд будет меньше работать, действовать. Спасибо, скажи. Ташакор. Ташакур. А спроси как раз, кусала ли его сильно змея? Ходит она мор кавиометр кандака, да? आप तासीर न में कोना सरे जी. Говорит, вообще на меня укус змеи никак не реагирует, не работает, то есть вообще, तासीर बुक सरे न में. никак. Самая опасная змея в Афганистане. Мегами хатарноктарин мор да Афганистан номер 6. د افغانستان خره هغه خطر کې ده. کپچاس Капча. Капча. Это кобра. ابا کپرا کپچا کې است. ای زارش بسیار زود بالا می. Говорит, укус очень быстро начинает действовать яд, поэтому, говорит, очень دوی опасно. دیگه د استاد دغه مارا شیر منګړی چرخی منګړی شیر منګړی چرخی منګړی. Но мой дегеш она не помню. خیلی ره. Не, и на миномышке Я техники, их вот хатарнаки. номова танира тумеги. А Он мне- называет, ну, тутошние имена. Хатарнаки. Чиракам Шермангарай شیر منګړی чархи и منګړی. Ну, Чархи местные Маргарай. названия. Да, он имена местные И называет, и не может перевести. یکی زار ازی موم میشه. Говорит, эти, когда кусают, у них яд превращается в такую глинистую
связкую вещь. ممشه بعد با تختی بالا میره И поэтому очень сложно она начинает подниматься по венам, по коже. Поэтому ее можно быстро вылечить. همه چی که است نه داره Но кобры очень трудно. Она сразу... افرق هم است شیر منگره افرق هم И 7 видов вот этой, لاله سر است которые она называет. Она لاله сейчас سر называет имена لاله سر Лаласар. کټه میشه Мгм. لاله سر کټه میشه شترمار کټه میشه دیگه شقه کټه نمیشه کپسام کټه میشه دیگه شقه کپسام نمیشه Мгм. 3 вида назвал, которые быстро вот эти вот... سسکو خو Ага. اینالی مال ما بگو یا گل Сейчас он тебе что-то хочет показать. Выключи, говорит, на секунду. بگم خداوندی سر خداوندی ابو بکر صدیق صاحب بوجه ذات مر خطاب بوجه شعر خدا بوجه سر حسین بوجه سید عبدالقادر جلالی مشخص بابی فقیر بن داود اسلام بنگینی تا سلیمان پیغمبر الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بگم خداوندی سر خداوندی ابو بکر صدیق صاحب بوجه ذات مر خطاب بوجه شعر خدا بوجه سر حسین بوجه سید عبدالقادر جلالی بن مشخص بابی فقیر بن داود اسلام بنگینی تا سلیمان پیغمبر ناله Ташакур. با چی بگویش با لوز خودش Он тебе за шрамы. И не давай же А, اینی داناست Да, вот эти папилломы, он این говорит. داناست اینی که А. مادر ذاتی خواهد Work man. گمشه Он говорит, что это папилломы, и они исчезнут. Он делает дамы 2 тоже на папиллом. Чтоб папиллом пропал. Да, он делает это тоже. Помимо укусов, скорпионов и это. Еще знаешь, какой вопрос? Сейчас он освободится. Самат Коко, еще один вопрос. У вас есть здесь какой-то очень дорогой вид или уникальный вид скорпионов, за которыми охотились американцы и платили баснословные суммы денег. Как он называется? شما در افغانستان شما در افغانستان اینجا داشتیم یک نوع گشت مسیح که مردم آمریکایی بسیار با قیمتی او را حالا پیدا نمیشه. خب باشه می سوال کنم مردم آمریکایی در وقتش بسیار قیمتای با قیمت بلند را می‌خریدن. حالا پیدا нemiشه. Говорит, да, был такой, но сейчас его найти нереально просто этого черного В скорпиона. чем? А чибут вижагиш? Вчера Сила. ура мепалидан. ولا دیگه نمیفهم Говорит, вот этого я тоже Манами. сказать не могу, но они его покупали, говорит, дорого. زارات ازی که زارات ازی بسیار قویه Говорит, вот это, вот этого скорпиона, говорит, очень сильный этот яд. Яд? Да. گشت Поэтому بسیار ازیدی میگه ازیدی Его звали Азиди. Это редкий вид? И это редкий черный вид. Я так понимаю, что его более использовали в медицине или в حضرت других معاویه целях. صاحب کنده بود اونو گشت ما امی سیاه Кира? حضرت معاویه صاحب У нас был Азрат Мавья Саиб, это тоже один из наших сахабов. Говорит, его укусила... Глазу Джордж? از او باید ازید پیدا شد Не, мне просто чай и вот я яйцо съем. И по утрам в Афганистане принято подавать шир-чой. Это чай с молоком. بسم الله الرحمن الرحیم Так, ну он печенье, бисквиты, печку. А еще мне сказали снять цепочку золотую, потому что это очень сильно бросается в глаза. Ну, первый фактор опасный для меня, что ее могут с меня сдернуть, это вот когда вот в пробках, вот попрошайки. А второй момент сделать замечание. Ну, потому что золото здесь на мужиках это очень сильно бросается в глаза. Спроси, пожалуйста, вот из его практики, были ли смертельные случаи, когда он не успевал помочь человеку? یک سوال دارم میگه دمی خود طول تاریخ خودت کار کردی 50-55 سال کدام در یک اوقات شده بود که کسی فوت کرده باشه به خاطر خوردگی مار نه؟ Не таких случаев. Все живые. Все живые. За 50-55 лет я меня спросил. А сколько вообще было случаев таких? میگه چقدر تاباله Укусов? امی مار خوردگی رو نجات دادی به حساب چقدر 50-55 سال یارا یک 200 بگیرش 200 مار خوردگیه 200 только людей с укусами за эти 50-55 лет он спас. دشدم خوردگی با حساب برای ما معلوم نیست Говорит, ну, укусы скорпионов, говорит, типа, это вообще, то есть, я даже не считал.
А и где кусают скорпионы, вот, чтобы мы на них не напали? در کجا میگه میخورن امی خود گشتم در کجا پیدا میشه در این منطقه در ما از پیشان خود دور در خانه خرابه پیدا میشه. это говорит заброшенных домах в плохих местах где там что-то заброшено что-то в таких местах скорпионов нет. Он защищается или нападает прям сам? باز گشتم عادتش چی است که او حفاظت از خود میکنه دفاع میکنه یا حمله میکنه گشتم یک کاری داره که در زمین ستا برابر شد نیش خدا میزنه بعد خدا کم میکنه بعد گشتم اسمار که زیاد است. А он говорит, что у скорпионов накапливается со временем яд, и они вынуждены даже, если даже никого нет, они просто в землю его упускают. Он говорит, как бы свой груз, он-то так сказал, типа меньше делает, потому что они со временем его вот так вот в землю даже. А если человек увидит, то человека просто, типа, ну, как сказать, не укусит, а что они делают, скорпионы? Жалят. Жалят. Да все. Да. Ну, от скорпиона вообще можно умереть от его яда? از از گشتم از خود زهرش میشه که آدم بموره؟ نمیتونه کشیده. говорит, не, умирать اینجا کشیده نمیتونه در خارج میتونه. نه مردن چطور؟ اینا به حساب برای خوردک گشتم ما فهمیدم. فوتی نه 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 نمیموره کسی میموره وقتی اجل که بیایه میموره گنه ما گشتم از 1000 نفرم زیاد نجات داد الان نجات دادی говорит, более 1000 человек я спас с укусом с этим ну да с ужаливанием скорпиона но говорит понятно на все воля Всевышнего и если твой час пробил то ты умрешь но говорит я более 1000 человек спас امیالا فعلا شب 2 نفر 3 نفر 1 نفر 2 نفر 3 نفر می دوازر تک میبرم دم میکنم خدا خوب میکنش میره. Говорит, даже вот сейчас в ночь по одному, 2-3 человека я иду, делаю дам 2 и как бы людям становится лучше, а после укуса и они быстрее поправляются.